Россия должна сократить присутствие своих военных у границы Украины. Об этом шла речь во время разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Германия и США считают, что Россия должна сократить свое военное присутствие у границ с Украиной, чтобы снизить таким образом напряжение в регионе. Федеральный канцлер и президент сошлись во мнении, что Россия должна сократить накопленные недавно войска, чтобы достичь деэскалации ситуации, заявил представитель правительства ФРГ Штефен Сейберт после окончания телефонной беседы немецкого канцлера Ангелы Меркель Анджела Меркель и американского президента Джо Байдена в среду, 14 апреля. Во время разговора Меркель и Байден обсудили взимание российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию аннексированного Крыму. Кроме того, во время беседы речь шла также о ситуации в Афганистане и о борьбе с распространением коронавируса. Напомним, что сообщения о взимании войск РФ начали поступать в начале апреля. 14 апреля американская дипломатка, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Астрион на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ заявила, что Россия сосредоточила от 15 до 25 тысяч военнослужащих в аннексированном Крыму и вблизи границы Украины. В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран тот же день на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны заявил, что, по его данным, в России есть планы довести численность военного контингента у границ Украины в 110 год 000 военных. Читайте также, министерка обороны ФРГ забросила Путину провокации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих контрольными проверками, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, и это не должно никого беспокоить. Я мог пойти дальше против Путина, но решил не делать этого. Байден сказал, что может принять более жесткие меры против России и ее лидера, но пока не сделал этого. Я мог пойти дальше против Путина, но я решил не делать этого, сказал он. Вчера правительство США одобрило новые санкции против России. Президент Украины осуществит рабочий визит во Французскую республику. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской 16 апреля проведут рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба президента. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской 16 апреля проведут рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди Елены Зеленской и Брижит Макрона. Говорится на сайте президента. О запланированных переговорах Зеленского и Макрона сообщила 9 апреля газета «Киевпост». Согласно материалу издания, целью переговоров станет обсуждение эскалации на Донбассе и проведение реформ в Украине. По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, президенты планируют встретиться в формате тет-а-тет. Предстоящей встрече президентов Украины и Франции подтвердила также пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, тематикой их переговоров станет ситуация на Донбассе, а также концентрация российских войск на границах с Украиной. Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Макрона состоялась 17 июня 2019 года. Еще один украинский солдат был убит пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Заявление поступило от вооруженных сил Украины. Было отмечено, что вчера сепаратисты нарушили режим прекращения огня 5 раз. Также сообщалось, что 3 украинских солдат были ранены в результате попадания противотанковых гранат и легкого оружия. Было отмечено, что украинские солдаты отреагировали на атаки. Отметим, что с начала года на Донбассе погибли 30 украинских солдат. Во время визита премьер-министра Армении Николь Пашкиной в Россию на прошлой неделе была обнародована аудиозапись закрытой встречи с армянскими юристами, проживающими в Москве. Служба безопасности заранее собрала мобильные телефоны и смартфоны тех, кто присутствовал на встрече. Им сообщили, что собрание закрыто и приняты другие меры для предотвращения утечки информации. Однако часть выступления Пашкиной транслировал телеграм-канал Армвоис.
Поэтому необходимо прямо сказать, что статус-кво у нас сохранился до такой степени, что его существование было в интересах России, когда ситуация изменилась, все изменилось, и почему-то, когда пришло время платить, стало ясно, что либо мы не можем, либо не хотим платить, либо нам нечего платить, потому что мы банкроты. Может быть, неуместно слышать такие вещи от главы государства, но я думаю, что это ситуация, о которой мы должны рассказывать друг другу. Убежден, что открытие коммуникаций, конечно, если мы сможем этого добиться, то есть открыть дорогу Азербайджану в Нахчиван. Это наш большой успех. Представьте, у нас будут железнодорожные отношения с Россией и Ираном. Мы просим компании инвестировать, но невозможно построить сильную экономику, выращивая помидоры. Должны быть промышленность, металлургия, IT, говорится в заявлении.